Прежде всего, я хочу всем вам сказать огромное спасибо за то, что вы освещаете эту проблему. Почему? Потому что это очень важно, чтобы мы все прекрасно понимаем, что дети должны воспитываться в семьях. И то, что вы делаете, это огромный труд, и огромное вам за это спасибо. Игнат Леонидович, Игорь Яковлевич, вопрос к вам обоим. 10 лет уже эта акция, 10 лет вы помогаете деткам. Что для вас лично, вот что изменило в вашей судьбе, в вашей душе вот эта акция, и что бы вы хотели пожелать? Что изменило? Изменило то, что даже в творчестве я стал обращаться чаще к жанру детской песни. В том, что в своей продюсерской деятельности мы стали заниматься детской новой волной. На Рождество делаем концерты, дуэты поем, детей со звездными. Но отношение к детям – это хорошее отношение, внимательное отношение к детям – это прерогатива цивилизованного государства. Но это должно быть в душе каждого взрослого, сделать ребенка счастливым. И та микроскопическая доля нашего участия в этой проблеме, если она хоть на секундочку, на йоточку сдвигает и дает тепло детям, и дает внимание детям, то значит мы эти 10 лет не напрасно этим занимались. И дай Бог, чтобы больше счастливых детей было. Это значит будет более счастливое государство и более цивилизованное. Щемит ли сердце каждый раз? Бывают, конечно, такие моменты, что до слез, например, сегодня там были какие-то такие вещи в доме, где мы были в первом, когда моментально только всплакнула мать, и тут же заплакали все дети, настолько у них, при том, что они не кровные родственники, настолько их связь, настолько тесна их связь между собой, и душевная, и физическая, что моментально настроение взрослого повлияло на поведение детей. Это, конечно, очень трогательно. Сегодня утром была очень жизненная ситуация. Вроде бы ребенок, маленькие дети, а когда касался там, не игрушку, там, не за игрушки там, слезы были, а вопрос касался очень глубокий, где ребенок имеет право на семью. И сразу пошли слезы. Начали вспоминать, как это было, и пошли слезы. Это очень трогательно. И я хочу сказать, что нам, я думаю, и вам всем очень много сил понадобилось для того, чтобы удержаться. А что касается, что мы чувствуем, вот 10 лет назад мы с Игорем решили поехать в интернаты, посмотреть, как живут дети. Посмотрели, увидели и дали себе слово, что мы обязательно вернемся, и мы обязательно должны помочь детям. Что такое благотворительность? Благотворительность – это системная борьба с системными проблемами. Сиротство – это беда. Сиротство – это системная проблема. И для того, чтобы эту проблему победить, нужен четкий системный подход. И мы должны быть все вместе. Мы должны объединиться. И еще раз, я пользуюсь таким случаем, еще раз хочу всем вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете. За то, что вы 10 лет освещаете эту проблему. И только вместе мы сможем добиться главного результата. А что для нас главное? Все-таки ребенок должен воспитываться в семье. Просто в продолжение, 10 лет уже продолжается ваша акция. Вы, как организаторы, видите результаты деток, которые благодаря вашим акциям выросли? Это им помогло существенно в жизни. Отслеживайте судьбу деток, которым вы помогли? Ну так, к сожалению, настолько тесно не получается, потому что у каждого свои дела, но те сдвиги, которые там происходят, если холодно стало, тепло, если появились какие-то автобусы в детских домах, появились компьютеры, более заинтересованы стали воспитатели. А у всех учителей и воспитателей этих заведений, которые мы посещаем, конечно же, у них огромное сердце, и они должны достойно быть оценен их труд, чтобы они вкладывали душу в детей. Хотя понятно, что они не из-за денег это делают, но как бы такие внешние факторы, насколько я понимаю, мы же по несколько раз через какое-то время появляемся в тех же школах или семьях, и, конечно, там ощущается сдвиг. Я думаю, мы все это прекрасно видим, и вы это прекрасно видите. Почему? Потому что мы начинали немножко по-другому, а сегодня это совсем другое. Мы все это отслеживаем, и фонд отслеживает, и клуб. И главное, что журналисты все видят. Журналисты, от вас же ничего не скроешь, по большому-то счету. И главное, что вы помогаете нам искать правильный путь, правильное направление.
И еще раз я хочу сказать, что если мы раньше там, заехали мы в один интернат, другой, третий, пятый, то сегодня наша цель, чтобы дети воспитывались в семье. И мы это делаем. И мне кажется, результат есть. Но мы должны продолжать эту системную работу, и я думаю, будет совсем другой результат. И что если через 10 лет главная цель, да, какой результат должен быть? Чтобы через 10 лет не было детских домов, чтобы нам некуда было ездить. Это реально, как вы считаете? Мы к этому должны стремиться. И мы должны все вместе объединиться. И это и общество, и власть, и бизнес, и все благотворители должны... Но если мы решим эту журналисты, проблему, очень важно. то мы найдем другой повод встречаться. А что нужно сделать? Вы системно подходите. Вот скажите, раз, два, три, что нужно сделать для того, Мне кажется, мы очень много... Это мы должны сразу показать, что мы делаем и как улучшить. И вы прекрасно видите, что делает фонд, и мне кажется, мы идем в очень правильном направлении, что мы для этого делаем. А планируете ли вы расширять границы этой акции, чтобы она проходила не только в Донецке 19 числа, но еще и в другие праздники и в других городах Украины? А с этой проблемой мы не только в Донецке. По большому счету, я слышал уже этот вопрос когда-то, да, много лет назад нам задавали, что это все-таки в Донецкой области. В Донецкой области таких там 158 учреждений. Сегодня мы охватили все. А мы же по большому счету в целом по Украине говорим. Геннадий Ильич, можно добавить? И Да, пожалуйста. буквально несколько слов, что вот тот сайт, который мы сделали, где размещаются дети, где мы их показываем, и те ролики о детях, которые размещаются на телеканалах, огромное спасибо. Как только разместили ребенка, 70% вероятность, что он уйдет, что его заберут, что найдется семья. Вот. И это всеукраинская акция. Мы знаем и случаи, когда у нас детей из Закарпатья, ромов, например, усыновляют на юге Украины, а на самом Закарпатье не так охотно. То есть процесс идет. И у нас стоит прямо такой счетчик на нашем сайте Сиротства.нет, да? На начало недели было 802 ребенка усыновленных, сегодня 865 на позавчера. Сколько будет завтра, не знаю, то есть эта цифра еще возрастет. А это уже, знаете, это на уровне 25-30% Да. вклада от национального усыновления. И то, это результат. И то, что национальное усыновление выросло на 25%, мы считаем, что в этом есть и частичка нашей заслуги. Следующая самая большая проблема, на ваш взгляд, почему дети попадают в детские дома и как с этим бороться? Ну, мы прекрасно понимаем, да, что здесь есть несколько системных проблем, да, что родители там, кто-то там спиртное, там все. Я бы даже не хотел сейчас, я уже об этом говорил много раз, да, это немножко плохое, это то, что сильно трогает. По большому счету стране нужен экономический рост для того, чтобы этих проблем не было. И для того, чтобы изменилось отношение к детям у родителей, которые идут на эти шаги. Спасибо большое. Все-таки вы, как люди мира, можете сказать, на каком уровне у нас находится благотворительность в сравнении с Западом? Вы много путешествуете, занимаетесь этой проблемой. Как это сравнить? Да. Но мне кажется, если сравнить, где Запад и где мы, то нам есть к чему стремиться. Если так очень коротко ответить, нам есть к чему стремиться. Боюсь, что это слишком скромный ответ. Системный подход, вот о котором мы говорим, то, что называется социальными инвестициями, это и на Западе только очень передовые люди делают. Подходят и решают причины проблем. У нас есть такой фонд, у нас есть люди, которые это делают. Вот. И это правильно, на мой взгляд, подход, результативный подход. Скажите, пожалуйста, вы наверняка сегодня вспомнили и о своем детстве. Сбылись ли ваши мечты детские? Вот у вас и у вас? Я не вспомнил сегодня о своем детстве. Я сегодня посмотрел и подумал, что мы должны улучшить, что мы должны больше сделать для детей. Вот что главное. О своем детстве я не помню. Ну, а мечты сбылись ваши детские? Была какая-то мечта у вас в детстве? Ну, было много, допустим. О многом я мечтал. Я мечтал быть футболистом, но футболистом не стал. Но от футбола не отошел. Так получилось. Это главная мечта. Да, я уже говорил. Я уже говорил, что у нас у матери был очень большой кошелек, а денег в нем никогда не было. И я сказал: мама, я когда вырасту, стану футболистом, но кошелек сохрани обязательно. Я буду зарабатывать много денег.
Так получилось, что футболистом не стал, но футболу служит. Но В маме другом помог с качестве. В кошельком, другом да? качестве. Кошелька уже нет. Кошелька уже нет. Да, но мечта сбылась. Игорь Ильич, а вы что скажете? Ну, я в детстве мечтал стать шофером, моя мечта в этом смысле сбылась, я езжу на машине. О том, что я стану известным человеком, и там я буду собирать большие залы, будут на мои концерты приходить, конечно, в детстве я об этом не мечтал. Я хотел научиться играть на баяне, мне это тоже удалось. Так что все эти мечты сбылись, а, конечно, дальнейшее развитие это уже какое-то стечение случайностей, обстоятельств, но которые, конечно, ведомы там. Потому что из всех случайностей получается одна закономерность. А своих детей вы какими хотели бы видеть людьми и кем, может быть? Я хотел бы их видеть просто хорошими людьми, а уже в смысле профессии, в смысле, да, я присматриваюсь, куда кто стремится и к чему у них есть способности. Ну, меньшая все хочет, и моделью хочет, и певицей хочет, и я пока не понимаю, кем она будет. Старшая певицей хочет, но такой певицы, которая больше бы автографы давала, а меньше занималась бы, да. А сын занимается бизнесом. Так. А у вас, Ренат Ильич, какие виды на своих детей? Чтобы были достойными людьми. Я всем этого желаю. Не только своим детям, всем детям я желаю одного, чтобы они были честными, порядочными и достойными людьми. И чтобы по утрам вставали, смотрели на себя в зеркало, и чтобы на этом лице не было пятен позора. И чтобы не нужно было искать средства для того, чтобы это смыть. Ваш вопрос, Можно? вы Да. несколько раз пытались, Можно? я не защитила. Скажите, ваше отношение вот к интернатной системе в Украине? Вообще в мире, в цивилизованных странах ее давно нету. Там, и она, известно, что она порочна, и фонд как бы борется, пытается бороться, но она укрепляется как бы. Мы говорим о чем, Можно да? ее То есть, побороть? нет, мы говорим побороть, мы должны, для того, чтобы что-то побороть, мы должны предложить лучше. А дети должны воспитываться в семьях. Вот главное, к чему мы должны стремиться. И то, что мы и на сегодняшний день, да, отказываться от интерната, это отказываться от детей. Мы тоже не можем этого сделать. Но параллельно мы должны предложить лучший вариант. Чтобы мы не сказали, да, что мы за одну систему против другой системы. А лучшее мы ничего не предложили. Ну когда она может реально? А мы параллельно должны это делать. Потому что если посмотреть, там национальное усыновление выросло на 25%. Если посмотреть там детские дома семейного типа, то мы видим тоже, там, что в 2 раза улучшилась ситуация, если посмотреть статистику. Если было там 4,5 тысячи таких домов, да, то на сегодняшний день более 8 тысяч. То есть по большому счету это говорит о том, что мы идем правильной дорогой. И для этого, то есть в итоге мы должны, может быть, улучшить скорость. Вот в каком направлении мы должны двигаться вперед. Но просто взять и сказать, что это плохо, а это хорошо, и отказаться от интернатной системы, это значит, а там же дети. И мы все равно должны быть там, и мы все равно должны помогать детям. Вот что я имею в виду. То есть более разумно подойти, по-человечески.